Добрый день, девочки. Очень сейчас сезон осенне-зимний и актуальные вопросы насчет различных проявлений кашля. Так вот, в принципе, кашель это нормальное явление, хорошее. То, что слизь у нас начинает из нашего организма отходить при обычном ОРВИ, как правило, сначала болит горло, потом немножко оседает ниже, начинает отходить мокрота, и, в общем, наступает выздоровление. Кашель, так скажем, как финальный этап выхода из болезни. И это, что касается обычного кашля, конечно, не воспаления легких и не какого-нибудь коклюша, а именно такой прогрессирующий, хороший кашель, который влажный, мокрый, и ребенок стремится от него отделаться, обычно усугубляется в моменты засыпания или под утро бывает ребенок кашляет. Это нормально, потому что начинает слизь стекать по горлышку, и ребенок начинает откашливаться сильнее. И, в принципе, нужно понимать, что кашель – это позитивный момент. Гораздо хуже, когда идет какое-то воспаление, а ребенок откашлять его не может. Вот. И, как правило, с ним ничего не нужно делать, просто дождаться, вот, как я говорю, вот этого прохода цикла вируса, и в конце концов все закончится. Можно помочь, я очень люблю корень солодки, вы все уже это, наверное, знаете, это наш, можно сказать, российский женьшень, он не только является, кстати, отхаркивающим средством, но и мощным иммунным стимулятором, иммуномодулятором. Вот, то есть это, в общем-то, можно его пить и просто для повышения иммунитета. Поэтому корень солодки важно пить именно когда уже кашель такой, знаете, может откашляться. То есть до того, когда заранее смысла пить нету, но можно просто для, опять же, повышения, укрепления иммунитета, а не с точки зрения отхаркивающего эффекта. Можно пить наши любимые микстуры пертусин, можно анисовые капли, все это очень хорошо помогает. Чай с мятой, с мелиссой, с лимонником тоже имеет хороший эффект. Чай с чабрецом прекрасен, чай с розмарином, то есть любые согревающие чаи очень способствуют отхождению мокроты. Имбирь, лимон, мед тоже очень хорошо добавлять в горячий чай и тем самым повышать тоже иммунитет и помогать организму легче с этим справляться. Это то, что касается влажного кашля. Можно утречком, когда вот пик отхождения мокроты, можно ребенка наклонить, положить себе на коленки, вниз головой вот так вот, не подальше ему, и постучать ему по спинке. Вот постучать по спинке, такой вибромассаж. Очень хорошо, когда ребенок, например, голосом он делает да, получается вибрация такая, вот постучите, именно смеяться может ребенок в этот момент, то есть лучше с голосом, то есть когда голос и мы делаем массаж, то лучше все места массируются, лучше мокрота отходит. Это что касается хорошего продуктивного кашля. Бывает непродуктивный кашель. Это, конечно, гораздо хуже. Это может быть какой-то астматический компонент, это может быть аллергическая реакция, это может быть коклюш. Если кашель лающий типа ложного крупа, и он еще просто либо не перешел в хороший влажный кашель, либо это какое-то заболевание, которое может быть связано либо с аллергией, либо с серьезным каким-то вирусом. В этом плане ребенку лучше вообще не кашлять, потому что ему кашель причиняет значительную боль. Поэтому, чтобы смягчить кашель, лучше всего можно зарядить в небулайзер минералку, лучше боржоми с щелочной компонентой, либо просто я иногда пачку соды высыпаю в ванную, включаю горячую струю воды, и получается такой хамам, закрывается дверь в ванную, и вот ребенок в этом, играем в ежики в тумане, и ребенок дышит этим хорошим паром с щелочью, и тем самым у нас размягчается кашель. Это очень хорошо даже заставить ребеночка в этот момент подышать вот так ротиком. Вот. И вот этот пар, он оказывает благотворное влияние. Можно сделать ингаляцию теплым паром. То же самое добавить туда соды, соль,
можно морскую соль. В детстве мы, помните, все дышали над картошкой, тоже очень хорошо. И, кстати, для лающего кашля хорошо попарить ножки. То есть у нас кровь притекает к ногам и оттекает от легких, от трахеи, и тем самым способствует облегчению. Но парить ноги можно только если у вас, у вашего ребенка отсутствует температура. То есть температура там в районе меньше 37 градусов. Тогда ноги парить можно. Если у вас коклюш, то тут вообще ситуация такая, что лучше использовать блокираторы кашля, потому что при коклюше раздражается сам кашлевой центр и никак не влияет, то есть при коклюше нету слизи, которую нужно откашливать, то есть это самый непродуктивный кашель, точно так же, кстати, как и при ложном крупе. Поэтому лучше в таких случаях употреблять специально блокираторы, кадеиновый ряд. Есть такие капли от кашля, сейчас они продаются по рецептам. Но вот в данном случае, в отличие от обычного кашля, который, когда откашливается, ребенок выздоравливает, то при коклюше, при ложной крупе нет смысла откашливаться, потому что ничего не происходит. Вот такие рекомендации по кашлю. Но главное, что, опять же, не волноваться, не беспокоиться и посылать уверенности в том, что, в общем-то, скоро ребенок поправится. Еще мне очень нравится рецепт при кашле. Я делаю масляное прогревание, то есть смачиваю марлю в теплом нагретом масле, в теплом капельте на ручку, чтобы не обжечь, и сюда прям вот маленькую марлечку вот такого размера на тимус, вилочковая железа, тут очень много, кстати, у нас Т-лимфоцитов производится, то есть это наш иммунитет. И сюда вот ставим такую маленькую марлю выше сердца, то есть вот только на небольшой промежуток, смоченную тепленьким. Сверху вы кладете компрессную бумагу или полиэтиленовый пакет, сверху еще пеленочку и завязываю. То же самое можно небольшой квадратик сделать вот чуть ниже шеи. Это квадратик сантиметров 10 на 10, этого достаточно. И уложить ребенка спать. Я обычно люблю эту процедуру делать на дневной сон. И, как правило, смягчается масло, проходит в поры, ребенок дышит маслом, прогревается очень хорошо тело и тоже способствует отхождению мокроты. Лучше, чем горчишники нам в детстве раньше. Помните, ставили горчишники, они, конечно, жгут и, в общем-то, вызывают массу неприятностей, включая тоже аллергические реакции. А вот масло, оно точно можно даже самым маленьким деткам. Я это делала даже 6 месяцев, если вдруг, не дай бог, ребенок болеет, это очень хорошо облегчает. Но и опять же напоминаю, что любые прогревающие процедуры возможны только при отсутствии температуры тела. С температурой никакие прогревающие процедуры делать нельзя. Вот то, что касается кашля. Давайте не болейте, а если болеете, то поскорее поправляйтесь. И не волнуйтесь, что с вами что-то там не в порядке. Все поправятся. Всем здоровья!